Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Давайте узнаем, какой поворот событий нам раскроют карты, что с этим связано. Возможно, неожиданные какие-то события. И согласно вхождению Урана в знак зодиака Близнецы 7 числа, тут разные метаморфозы могут нас поджидать. Это и какие-то, как информация, новости, может быть, даже в средствах массовой информации что-то мы слышим, или мы сами где-то вынуждены принимать важные решения и неожиданные для нас самих. Одним словом, давайте узнаем, но останемся реалистами, поскольку любой расклад или прогноз не может обрисовать с точностью ту ситуацию, которую вы сейчас в жизни проживаете. Но рассмотреть альтернативный вариант определенно стоит. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И наш прогноз будет состоять из двух частей. Событийный ряд мы посмотрим на пасьянсе, а вопросы любви и личной жизни мы посмотрим на арканах Таро. И мы разобьем на 3 составляющих. Первая будет для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, и для тех, кто в сложных отношениях. Итак, что же произойдет, что случится? Июль месяц. С чем это будет связано? Или, может быть, обстановка вокруг вас какая-то? А может быть, и не будет никаких неожиданностей. Вы великолепно интуицию имеете, мои дорогие, поэтому вы что-то можете и предвидеть, вполне вероятно. Смотрим, что у вас совпадает. Пока не вижу совпадений. Домашний очаг. Вопросы дома, вопросы семьи. Может быть, вопросы, связанные с родственниками. Или сами по себе вопросы недвижимости. Какие-то согласования или важные документы. Но в любом случае, когда костер – это домашний очаг или то место, где мы проживаем или намереваемся пребывать. Может быть, это временная какая-то территория, да, такое тоже могу допустить. Значит, все равно захочется что-то обустроить. Или вы будете уже строить планы на будущее возможным переездом. Может быть и так. Но вот эти стены, где мы находимся, мой дом, моя крепость, вот это ощущение, оно точно вас в июле как-то особым образом может проявиться, когда хочется своей какой-то цитадели или вот этой самой крепости. И у кого-то это будет связано с оформлением важных бумаг. Или пусть это даже 2 самостоятельных события. Дом – это дом, да, и все, что с ним связано. И домочадцы, и буквально место само, как я сказала. Но аркан книга в этом пасьянсе – это официальное учреждение. Это где-то и официальные чиновники. Это когда мы отправляемся в какие-то организации для того, чтобы решить тот или иной вопрос. У кого-то это может быть связано с личной жизнью. Может быть и оформление отношений. Пусть не у всех, но у кого-то такой вопрос может быть на повестке месяца. По крайней мере, узел – это прочный союз, прочная связь. Может быть, это вы хотите упрочить свои собственные позиции и тоже будете оформлять какие-то документы. Но все же, когда узел выпадает, это есть какая-то как минимум одна персона, с которой у нас происходит взаимодействие. Может быть, это и друг, подруга, или это связано с вашими родственниками, или с вашим супругом, супругой, с детьми, да с кем угодно. Может быть, и по работе какая-то ситуация, вы ищете партнерство, или этот партнер уже есть. Может быть, это и банки, мои дорогие, потому что выпадают еще конкретно деньги, решение финансовых вопросов. Может быть, или что с этим связано, к примеру, отчетность какая-то, да? Или что-то вы будете просчитывать. У кого-то кредиты, либо погашение, либо вы хотите взять какой-то долг, ипотечный, или на развитие бизнеса. Ну, явно тут есть что просчитать. Уделяйте внимание этому. Потому что когда вот такое выпадает сочетание, ну, как бы карты рекомендуют более пристально относиться к вопросам финансов.
И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, которые по горизонтали и вертикали. Хорошее настроение, мои дорогие. Кот – это флирт. Здесь я могу допустить и новые какие-то знакомства, или просто, знаете, вот вы воодушевлены. Это душевный подъем, который нам помогает буквально свернуть горы или разобраться с какой-то ситуацией, которая где-то подзастряла. У вас вы будете сами ощущать, что вы сейчас наиболее ресурсны. Именно хорошее настроение вам в этом будет помогать в первую очередь. Смотрим, что еще у вас совпало, даже по крайним рядам. Может вас посещать еще где-то вот сомнения, да? 2 меча. И это не есть какая-то ссора. По вот этим скрещенным мечам, может быть, была когда-то ссора. Обратите внимание, там, где острие перевязаны, то есть нет уже никакого конфликта. Но, может быть, была какая-то недосказанность. Не поняли друг друга. Все же мечи. Это явно уже где-то через область взаимоотношений. И пусть у кого-то это рабочая ситуация, а у кого-то это может быть родственники, личная жизнь. И уже ситуация-то давным-давно закончилась. Но мы можем еще находиться во власти этой ситуации, что-то вспоминать. Или мы можем тревожиться, потому что... А вдруг это еще раз повторится? Вот такого характера мысли, они могут вас посещать. Они вам попросту мешают. Поэтому гонитесь от себя, мрак. У вас тут, наоборот, более позитивные энергии пытаются войти в вашу жизнь. Тем более помните, что мысль материальна, мои дорогие, а тут кто-то добивается сердца. Ну или сама по себе. Любовь. Что тут скажешь? Пока с вами говорила, смотрю, что мы можем еще соединить. Я не вижу больше совпадений, поэтому мы пойдем с вами дальше. Итак, любовь и личная жизнь. 3 позиции. И первая карта – это для тех, кто в паре, для тех, кто в союзе, в отношениях. Не обязательно, что это брак. Но, может быть, вы долго встречаетесь, или вы все равно как пара. Для тех, кто один или одна. И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Карта императора. Ну, вы, наверное, будете играть первую скрипку, это точно. Вам захочется что-то сделать по-своему. Но не будьте непримиримыми императорами. И, кстати, планетарные транзиты, Юпитер в вашем знаке. Помним, что Юпитер – это провластная планета. А еще, я должна сказать, у нас идут соединения Сатурна и Нептуна. И если мы говорим Сатурн, это владыка порядка, руководитель времени одновременно, да, если мы говорим Хронос. Это вообще какая-то структура или какие-то рамки. А Нептун – это никаких рамок. Это внутренний мир, это сфера ощущений. И вот в соединении соединяется Нептун, он уже соединился вместе с Сатурном. Вот эти противоречия мы можем чувствовать, когда мы хотим настоять на своем. Мы построили себе, ну, какую-то как задачу, может быть, тезис-план, или иногда это бывает какой-то шаблон. Я должна об этом сказать. И мы настолько уверены, что это мы правы, именно мы, а на самом деле это ложная иллюзия. Вот именно то, в чем мы уверены, на самом деле уверенным быть нельзя. И император, почему я сказала мудрый император, мы ведь знаем, кто такой император. Он как будто заявляет, есть 2 мнения, мое и неправильное. А мудрый император готов корректировать мелкие планы для того, чтобы какая-то цель более главенствующая, она была достигнута. Поэтому карта говорит, где-то ты будь готов к тому, что, ну, все-таки придется договариваться. Договариваться, и неважно, кто меня сейчас смотрит, девушки, женщины или мужчины. Вот эта энергетика, когда именно хочется настоять на своем для тех, кто в паре, она не способствует объединению. Да, у вас именно сейчас сильная позиция. И даже, мои дорогие девочки, это вы можете находиться в более вот таких мужских энергиях. Где-то берут вот эти планетарные транзиты и над вами вверх, когда, ну, может быть, какая-то ситуация прежняя вам надоела. Вам, может быть, и хочется одним махом совсем разобраться сразу, чтобы вас что-то не мучило. Но все же карта говорит, что да, сил-то у тебя достаточно. Но, наверное, с водой выплескивать ребенка явно не стоит. Есть такая фраза, есть такая поговорка, очень старая, древняя.
Поэтому по императору вы можете, кстати, вместе что-то согласовывать. Мы все же смотрим на отношения в паре. Может быть, и для вас, мои дорогие девочки, и другая ситуация. Ваш супруг вот такой непримиримый. С ним сложно договориться. И тем не менее, люди надежно идут по этому аркану. А для кого-то из вас, я такое тоже допускаю, прежняя история, может быть, ваших взаимоотношений несколько зашла в тупик. И здесь, скорее всего, от того, как вы сумеете договориться, будет зависеть продолжение. Мне хочется достать дополнительную карту «Император». Я так больше думаю, что это просто ваши, ну, как обращение в какие-то инстанции или каким-то специалистам, которые точно знают, как правильно решить тот или иной вопрос, или, может быть, по недвижимости, да. Или совместный проект, и вот мы деньги, да, у вас выпадают, и одновременно книга. Опять же, чиновники, мы об этом с вами сказали. Взять кредит, может быть, вы вместе думаете, брать, не брать. Может быть, у кого-то квартира, да, или жилье, дом, у кого-то машина, или мебель, или, ну, наверное, 1000 вариантов. С чем это связано? Луна. Ну, у вас с Луной свои взаимоотношения, что-то на грани эмоций, что-то на грани, как вы это ощущаете. Нет стабильности, неопределенности карта. Может быть, вы что-то чувствуете, но что же это еще? Но вот есть какая-то победа. Совершенно разный круг вопросов. У кого-то даже может совпасть так, что был прежде союз, а потом он распался. И вот по этой луне непонятно, к чему дальше идут наши отношения. А может быть, и союз не распался, но тоже есть какое-то недопонимание или есть... ну, ощущение, что меня партнер перестал чувствовать так, как прежде. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. Мы можем попросту с чем-то не соглашаться или не соглашаться с партнером тоже мы можем. Мы чувствуем, видим этот мир по-другому. Именно вы, ваш знак зодиака. А партнер, он словно в других энергиях. Луна и император. Оба старших аркана. И это может олицетворять и вас, и кого-то из ваших партнеров. Или неопределившегося какого-то человека, или вам может казаться, что человек нестабилен, может быть, наоборот. Вот я сказала, как девочки, это вы в более мужских энергиях. Но, может быть, как раз ваш партнер. Вы чувствуете какую-то недосказанность, какую-то неопределенность. И вроде бы есть то, что соединяет, но есть еще то, что не дает пока уверенности. Вам, скорее всего, это захочется прояснить. Но какие бы тут задачи ни ставили, у каждого свои. Вообще, я должна сказать, что для тех, кто в паре, прекрасное время, так вот, если по-честному. Ведь карта Луна может говорить о чувственной любви, о нежности, об эмпатии, о взаимопонимании. Карта Император о надежности и карта Победителя. Когда какие-то общие согласования или темы, даже если их нужно провести с чиновниками или что-то подписать, или, ну, как смотреть в одном направлении одному и второму партнеру, вы можете друг с другом договориться. Вот эта победа, она может символизировать, что вы, ну, как-то сумеете понять друг друга. Или вы вдвоем сумеете осуществить какой-то проект. Ну, кто знает. Больше дела, работа, бизнес все-таки по жезлам у нас идут. И для кого-то это может быть семейный проект, семейный бизнес, какое-то дело или какое-то творчество вы можете развивать. Но карта Победителя еще также нам говорит вот о чем. Контролируй все. Контролируй — это не значит жесткий контроль, когда мы насаждаем какие-то свои мнения. Нет. Просто следи, чтобы все не пошло наперекосяк. Вот, видимо, вот эти энергии Императора где-то возлагают на вас, чтобы вы все время держали какой-то баланс. Может быть, потому что энергии противоположные. Луна и Император. Вы в разных энергиях можете быть с вашим партнером. Но карта не говорит о том, что это невозможно. Здесь может быть какой-то волшебный союз. Но все же вы будете играть первую скрипку. Для тех, кто один или одна. Кто-то может засобираться. Смотрите, вообще у вас благополучный период, мои дорогие. Вы с чем-то, да, я могу предположить, с чем-то определяетесь. Любая 6 – это победа. И это карта заслуженного успеха. Да, это не совсем про июль. Это когда мы отплываем от старых берегов и
готовы идти в будущее. Мы уже как будто в пути. И карты вам тоже говорили об этом. Вполне вероятно, у кого-то путешествие, какая-то поездка. Также может быть по работе, какая-то отлучка вынужденная, или командировка, или просто для тех, кто один или одна, ваше личное дело. Или вы задумаете строить карьеру, или вам захочется что-то изучать. Здесь вы просто идете вперед. Здесь не совсем эта карта даже говорит о личной жизни, как ни странно. Как будто для вас есть идея. И эта идея, она сильнее, чем те энергии, которые говорят о вашей эмпатии. Все-таки мечи – это интеллект, это рационализм. Давайте достанем дополнительную карту. Хотя, может быть, карта свидетельствует о том, что ты словно находишься в одной плоскости, но для того, чтобы ты нашел своего партнера или свою партнершу, ты найдешь ее в другом месте, совсем не там, где ты проживаешь. Или, может быть, ты найдешь, встретишь человека в дороге. Вот иногда такое может быть. Иногда проигрывается, когда вы, например, начинаете что-то изучать, посещаете курсы или учите языки, иностранные языки. И понятно, что кругозор, горизонт общения у вас расширяется. И кто знает, может быть, этот человек говорит вообще на другом языке. И он тоже, как знакомство, может состояться через вот вашу увлеченность, через вот эти первые шаги. И я этого тоже не отрицаю. Но это правда. Опять же, мечи. Королева мечей – это та, которая интеллектом обладает. Это та, которая надеется сама на себя. Это та, которая поставила для себя какую-то идею, и она для нее важнее всего остального. По этой карте нам хочется избавиться от какого-то балласта. Но, опять же, мы просчитываем сами себя, свои действия, как мы будем реагировать или как мы будем поступать в одной, во второй, третьей ситуации. Может быть, план А, план Б, план С. По сути, мы готовы к этим неожиданностям. Есть определенный запас мужества. Про мужество. Так это две карты подтверждают. Почему? Потому что шестерка мечей нам тоже говорит, нужно мужество, чтобы отчалить от этого прежнего берега. Хватит ли его у нас? Ну, а королева мечей – это вообще-то прообраз Юдифии. И если мы отплываем от старого берега, это значит, мы уже от чего-то отказываемся. И, может быть, отказаться от того, что вас, ну, словно разрушает. Или не пытаться повторить и еще раз какую-то ситуацию. Вы тоже можете прийти к выводу, что нет. И уже как будто все карты разложены, все пасьянсы разложены. Уже все я, что мог или могла, проиграла. В этих отношениях мне все понятно. Какую-то прежнюю историю однозначно повторять я не хочу. Вы можете просто переключиться на что-то другое. И, занимаясь новым направлением в творчестве, в работе, в изучении, неважно, чего тут касается. Здесь, знаете, даже банально может быть. Вы пошли оформлять какой-то документ, и вы можете познакомиться в одной из инстанций, в какой-то организации, учреждении. Или случайно, ожидая в коридоре, может быть, и в коридоре состоится беседа. Пути Господни, говорят, неисповедимы. Вот что-то подобное вам пытаются передать карты. Поэтому вполне вероятно, ваше счастье вот не прямо здесь, а какое-то путешествие. И ведь Юдифить, она тоже отправилась в путешествие. Поэтому у кого-то будет много дорог. И будьте тогда внимательны. Для тех, кто в сложных отношениях. Ух. Да как вы хотите, так и будет. Карта мага. Бесспорно, у вас на июль месяц сильная позиция. Дважды, трижды. И это не только на июль. У вас долгий период, мои дорогие представители знака Зодиака Рак. Если самому не оплошать, то для самого себя можно очень много хорошего совершить. Да, именно самому придется. Нам ведь никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой какие-то возможности. Возможности, они часто скрываются в тени. Мы можем, конечно, подумать, что да нет, меня все устраивает, но тогда примите во внимание, что перемены все равно придут в вашу жизнь. Они и в жизнь каждого из нас придут. Такие планетарные транзиты, как Уран в Близнецах, это перемены и планета революции, инноваций, каких-то метаморфоз даже. Но и одновременно у нас на 20 лет Плутон в Водолее. Обратите внимание, такие две
планеты, как и Плутон, так и Уран, которые все меняют, порой ломают какие-то шаблоны. И обе планеты в воздушных знаках зодиака. Мы даже можем где-то чувствовать в некоторых областях, вопросах себя недостаточно комфортно. Есть такой момент. Но это ведь ни о чем не говорит. Это не повод закрываться. Это свою жизнь как научить себя действовать в каких-то новых энергиях. Или позволить себе, как искусство, удивляться, мои дорогие. Или проводить придется, особенно по магу, такую незримую тонкую грань вибраций между свободой и вашими амбициями. Вот карта мага – это одновременно и свобода, и амбиции. Потому что маг – великий практик. И хоть иногда многие думают, маг – это там про магию, это про что-то, что приходит к нам само собой. Нет, это ни разу. Это те люди, которые проходят очень сложный путь. Магами не рождаются, ими становятся. И становятся ими именно из-за того, что пережито что-то очень и сложное, и одновременно болезненное. Да, карта подразумевает, что мы где-то можем закрываться от людей на некоторый период времени. Это правда. Мы углубляемся, но не для того, чтобы мы начинали там какую-то глубокую философию. Нет, маг отстраивает свою жизнь вот в таких холодных энергиях, как вот выпали, кстати, для тех, кто один или одна. Я могу предположить, у кого-то это пересекается. Может быть, вы смотрите прогноз и думаете, а я сам не знаю или сама не знаю. Не то я одна или один, не то есть отношения. Значит, отношения какие-то, как качели, и вам нужно делать выбор. Может быть, со стороны партнера этот выбор никак не идет. Или со стороны партнера какие-то манипуляции, вы теперь это уже точно видите. И вам это совершенно неинтересно. Вам не хочется тратить на это время. Если вы захотите, да, вы можете любую историю продолжить, мои дорогие. Все же карта мага. Вы можете договориться, но вы не измените ход мысли человека. Вы его не сделаете, не сотворите более надежным человеком. Поэтому вам все-таки для тех, кто как и один или одна, или для тех, кто в сложных отношениях, я бы сказала, путь мага, как будто вам судьба предлагает очень красивую траекторию. И я могу предположить, хочется вспомнить роман «Волхвы» или «Великий Розенкрейцер», который написал Соловьев. Вот прочитайте. Захарий Фовинов, главный герой, и это и есть где-то путь мага. Каковы энергии этого героя, какова его судьба, с чего он начинал, как он сложно шел к своей любви. Мне нечего добавить, мои дорогие, кроме того, что все решаете вы. Неважно, на какой вы жизненной позиции, неважно, в каком, как времени, в какой стране или в какой точке отсчета находится ваше вдохновение. Для вас нет ничего невозможного. Если вы поставите перед собой цель, и потом где-то карта мага тоже подсказывает, если вверху император, ведь маг готов корректировать планы. Самое главное, чтобы его цель была достигнута. Поэтому в целом для вас, для всех эти энергии помогают. Но насколько вам хочется что-то продолжать, или насколько вам интересен какой-то проект, нужно проживать июль так, как велит ваше сердце, ваша душа. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и я благодарю вас за то, что вы смотрите видео, за то, что вы откликаетесь, за то, что вы участвуете в жизни нашего канала, отвечая во вкладке «Сообщество». Там у меня опрос был. И оставайтесь со мной, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.